Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В этом видео продолжим работу в верстаке Part Design, и я покажу вам, как можно создать модель простого корпуса подшипника. Создаю новый проект, добавляю тело, создаю эскиз, выбираю плоскость XZ, жму на ОК. Включаю сетку. Выбираю инструмент «Создать круг по центру». Далее беру инструмент «Полилиния» и строю опору. Воспользуюсь инструментом «Обрезать линию» и удаляю вот эту линию. Теперь будем ограничивать наш эскиз. Инструмент ограничения диаметра. Ограничение расстояния по горизонтали. Ставлю 1,08, чтобы наша деталь была симметричной. 1,21. И здесь 1,21. Ограничение расстояния по вертикали. — 0,76 с обеих сторон. Нажимаю левой клавишей и перетаскиваю размер. С этой стороны тоже так лучше смотрится. Теперь опять беру ограничение расстояния по горизонтали и ограничиваю. Ага, не получается. Избыточное автоограничение. Ага, здесь у нас уже стоят размеры 1,21. Я просто этого не заметил. Точнее говоря, забыл. Так, вот этот размер 1,54. И сейчас я попробую ограничить еще вот эти вертикальные участки. Они у нас остались без ограничений. Ограничение расстояния по вертикали. Избыточное автоограничение. Тоже избыточное. Ладно. Не будем здесь ограничивать. Тогда сейчас возьмем и попробуем ограничить просто пару крайних точек. Инструмент размер. Здесь. И вот здесь. Все, наш эскиз ограничен. Я его закрываю. Воспользуюсь инструментом выдавливания. И поставлю длину, ну или толщина в данном случае. Пусть будет 2 дюйма.
Жму на ОК. Я выдавил нашу деталь. Жму на эту плоскость, ну, точнее это будет грань, создаю эскиз. Выбираю инструмент «Создать круг по центру». И делаю здесь круг диаметром 1 дюйм. Я его ограничиваю инструментом ограничения диаметра. Окей. Закрываю. И воспользуюсь инструментом карман. Поставим глубину, длину, глубину. Пусть будет 1,7 дюйма. Окей. Разворачиваю нашу деталь. Кликаю на эту грань. Создаю эскиз. И при помощи инструмента «Создать круг по центру» выполняю еще один круг. Ограничиваю диаметр. Пусть это будет у нас 0,5 дюйма. Жму на ОК. Закрываю. И инструмент карман. Добавляю длину, чтобы отверстие было сквозным. Отверстие сквозное. Все замечательно. Через это отверстие у нас будет выходить вал. Выбираю эту грань. Создаю эскиз. Немного смещу деталь для удобства. Переключаюсь на вспомогательную геометрию. Беру инструмент линия. Провожу две линии. Здесь. Здесь. И с этой стороны. Эти линии позволят нам определить центра для отверстий, куда будут устанавливаться крепежные болты. Переключаюсь в обычную геометрию. Беру инструмент «Создать круг по центру». Пусть будет диаметр 0,40. Удаляю ненужные линии. Как с одной стороны, так и со второй. Беру инструмент ограничения диаметра. Диаметр с одной и со второй стороны я ограничил. И теперь надо ограничить центра отверстий при помощи инструмента ограничения положения. В одном случае и во втором. Все. Закрываю. Беру инструмент карман. Увеличиваю длину. У нас готовы отверстия
под болты в нашем основании, в лапах. Жму на ОК. Выбираю грань, создаю эскиз. Инструмент. Создать круг по центру. Для того, чтобы точно установить центра отверстий под болты, для крепления торцевой крышки, я прошу прощения, можно построить окружность, чтобы это все было точно. Ну, я сделаю на глаз, я не буду этим заниматься. Поставлю диаметр 0,30. Убираю ненужное ограничение, которое автоматически создалось. И инструментом ограничения положения ограничиваю центральную точку окружности. Выполнил. Закрываю. Инструмент карман. Поставлю длину. Пусть будет 0,5 дюйма. Окей. Левой клавишей выделяю наше отверстие под болт. Использую инструмент круговой массив. И добавляю количество вхождений. Я думаю, что 6 отверстий будет вполне достаточно. Жму на ОК. Выделяю здесь. Сюда мы добавим фаску для более удобной запрессовки подшипника. Поставим размер побольше немножко. Ну, пусть будет 62-37. Жму на ОК. Ну вот, в принципе, так упрощенно наш корпус подшипника готов. Это, конечно, не самая сложная модель, есть более сложные, когда корпус состоит из двух половин, нижняя и верхняя. Но если вы попрактикуетесь и сделаете что-то подобное, это тоже будет неплохо, вы приобретете опыт. Теперь, используя инструмент субтрактивная спираль, вы можете нарезать здесь резьбу. Это не совсем будет грамотное решение, но это будет похоже на резьбу. На самом деле, чтобы правильно выполнить резьбовые соединения, необходимо пользоваться верстаком Fasteners. Есть такой верстак в программе PartDesign. Там масса стандартных крепежных изделий, плюс метчики и плашки, с помощью которых можно нарезать как внутреннюю, так и наружную резьбу. Ну, это тема для отдельного видео. У меня пока еще есть идеи о различных моделях в верстаке PartDesign. Когда я с этим закончу, я потом познакомлю вас с верстаком Fasteners. Ну, вот на этом, пожалуй, все. Наш корпус подшипника готов. Я надеюсь, что данное видео было вам полезно. Благодарю за внимание. Всем желаю удачи. До встречи в новых видео. До свидания.